I'm a sick bitch, I like freak sex. One test the limits. Коля. Слушаю вас, госпожа София. Сколько сейчас времени и какие планы на сегодня у меня? Сейчас 10:23, на сегодня работа в компании, небольшая конференция и в гильдии задания. Сколько-то... Госпожа, прошу хоть сегодня поработать, вы слишком часто стали лениться. ЗАГС завален работой, так как глава компании постоянно отсутствует. А ваш отец перестает справляться с гильдией, так как вы только выполняете заказы и уходите. Вы быстро управитесь с основными делами, поэтому не протестуйте. Опять эта работа. Как же не хочется. Эй, Коля, сколько мне сейчас лет? 17 полных. А чем занимаются девушки такого возраста? Работают киллерами, как вы, госпожа. Неверно, они ходят в школу. Я давно вам говорил, чтобы вы забрали документы со школы и не морочили свою голову. Поэтому пора что-то менять. И начнем со школы. Сегодня я пойду туда. На какой урок я успею? Четвертый урок. Если сейчас начнете одеваться, то успеете. Отлично. И сколько она планирует отлынивать от дела? И почему сейчас? Только посмотрите, как он держится. Не надоело? Просто сдайся, и это закончится. Тебе все равно никто не поможет. Вот же дрянь. В любом случае, я тебе предлагал раб. Это не так плохо, чем игрушка. Меня не было не так долго, а уже такой беспредел. А ты кто? Видимо, из-за того, что ты новенький, ты не знаешь меня. Вот поэтому так и общаешься. Но ничего страшного, я тебя прощаю. Кстати, хоть в нашей школе разрешены драки, но только равные, а он явно младше. Правилами это не запрещено, да и сила здесь решает многое. И раз ты так сильно хочешь быть защитницей, то почему бы не показать, на что способна? Окейшки, но только потом не жалуйся, хорошо? О, а я погляжу, ты уверена в себе. Интересно, хорошо, я согласен. От нее даже не исходит ноги. Так как она собиралась драться? Кулаками? Это будет, скорее всего, моя самая легкая победа. Какой сильный удар. Как же тяжело двигаться. Да еще и кровь. Несмотря на то, сколько вам мамы, то это девушка. К сожалению, мы не сможем подраться. Ты стал на колени лишь с одного слабого удара. Да и ты младше меня, а по правилам нельзя драться от младше тебя по возрасту. Конечно, если он сам не попросит сразиться. На всякий случай еще раз повторю, драться можно лишь по правилам, а не как душа велит. В этой школе ты либо выживаешь благодаря своей силе, либо уму. Если ты слаб во всем и не можешь ничего дотянуться, тебе нет здесь места. Просто проваливай отсюда, не доставляя нам хлопот, ладушки. Да, я вас понял.
Подождите, а там не София? Она что, вернулась? Что, серьезно? Что? Там правда она? Дайте посмотреть. Ой, кажется, меня заметили. Вы здесь, ребятки, и без меня разберетесь, а я сматываюсь. Да что за София? Почему я ее не знаю? Ну, она как бы королева. Какого хера ты, кретин, об этом молчал? Она просто всем видом показала, что не хочет, чтобы я об этом говорил. Черт возьми. И почему именно первым со мной она столкнулась? Но самое главное, что она вернулась сейчас, спустя столько времени. Ты новенький, поэтому для тебя это странно, что она вернулась спустя несколько недель. На самом деле, такое происходило и раньше. Самый долгий пропуск школы 4 месяца. Да плевать мне это не интересно. Интересно, если они меня увидят, то какая будет реакция? Они будут злиться или плакать? Или забросают камнями из-за того, что я все пропустила, а они здесь мучились? Ну, бежать некуда, поэтому просто попытаюсь там выжить. Ну что, не умерли еще? Софи, это правда ты? Сама в шоке. Как так получилось? Сколько мне здесь не было? 2 месяца? Я тебя тоже рада видеть, Бакс. Тебя так долго не было, что я подумала, что у тебя что-то случилось. Я беспокоилась. Что? Разве со мной что-то могло произойти? Ну, конечно, ты же Софи. Как может быть иначе? Так вот где ты, сучка. Милая, ты чего? Успокойся, Софи. Ну и где тебя носила? Ты вообще понимаешь, что я сейчас чувствую? Юни, послушай. Отвали, я плачу. Ну чего ты, Ю, макияж весь испортишь. И пусть, потом сама мне все исправишь. Я не умею других людей красить, только себя. Как же я тебя ненавижу! Я тебя тоже люблю. Она скоро успокоится, не переживайте. А я-то думаю, почему плачет Юни, а увидев причину, сразу поняла. Привет, Павкета, давно не виделись. Ну что ты, милый, не сказать, что давно. Лучше скажи, где пропадала, а то списывать не у кого. Долгая история, может, когда-то расскажу. Скажите, чего вы пошли в 12 класс? Вроде все экзамены могли сдать на высший балл. Потому что ты единственная, кто собирался пойти сюда. В 11 классе ты также начала пропадать. Вот мы и подумали, что хоть здесь будем вместе. А ведь они причину не знают, почему я пошла в 12 класс. Что с ними поделать? Да ладно, ребят, пока я здесь, почему бы не повеселиться? Обещаю, что не сбегу, как обычно. Тогда сегодня ты только со мной сидишь. Раз можно требовать, то я тоже хочу, чтобы ты помогла мне самостоятельно. Да, конечно. Ты правда останешься? Да, сегодняшний день я полностью посвящаю вам. Этот день обещает быть долгим и насыщенным. День должен был быть таким. А вместо этого он пролетел быстрее, чем я успел прыгнуть. Как так? Все уже пошли по домам. Одна я стою уже 10 минут. Странно ли я выгляжу со стороны? Интересно, а когда я еще смогу так же просто прийти и поучиться? Просто забыть на пару мгновений, кто я, что делаю, и мои обязанности.
просто быть 17-летней обычной девушкой. Черт, а ведь даже сейчас я пришла с определенной целью, не просто так. Раз сегодня я делаю, что хочу, то почему бы не прогуляться, а потом к Лину? Девушка, а что с вами? Там мужчина, он бежал на меня с ножом. Ах, правда? А почему он на вас напал? Не знаю, правда. Понятно. А что за оружие у него было? Магическое? Что магическое? А есть разница какое? Ладушки, скажи, где находится тот страшный мужчина, и все. Там, за переулком. Отлично. Подождите, вы куда? Там же мужчина с ножом. Ну как же, ты ведь сама просила о помощи. И я думала, что вы вызовете полицию. А они мне зачем нужны? Это куда больше морока, чем ты можешь себе представить. Черт, ну и где эта баба? Эй, ты кто? Это не важно. Ее форма. Это же школьная. Неужто школьница и в таком месте? Может, ты заблудилась? Тебе помочь? Вовсе нет. Это наоборот моя любимая дорога. Правда? И тебе не страшно ходить здесь? Если вы имеете в виду себя как страшного мужчину с ножом, то нет. Кстати, по какому поводу вы хотите его использовать? Не убить же кого-то? А почему нет? Не только же этим киллерам веселиться. Кто вообще это придумал? По закону, если гражданин во вред использует оружие, его ждет казнь. Да кому залезть эти законы? Это единственная страна, в которой можно убивать людей. А киллеры? Кто вообще такие? Выделили им права, как будто они люди. Типа права стоили дорогого. Такая молодая, уже какие ошибки делает в жизни. Не запомнили. Киллеры не... Твою ж, ты что, киллер? О, слушай, вышло небольшое недопонимание. Я не хотел... Моя рука. Грёбаная сучка, ты знаешь, что сделала? Ты убила его просто так, отрубила ему голову? Да, и что? И что? Он же человек, как ты могла? Первое, что ты должна была сделать, это выучить все законы этой страны. Скажи ты эти слова другому киллеру, он незамедлительно отсек бы твою голову. Так как ты приезжая и всего не знаешь, что на этот раз отпущу. Вали давай. Подожди. Ты спрашивала, какая разница, обычное оружие или магическое? Если бы это было магическое оружие, я бы отдала тебя тому человеку без вопросов. Ведь только киллеры могут его иметь, а они убивают людей по заказам. Ох, я в крови. Нужно будет переодеться, Лин не любит кровь. Интересно, я быстрее умру от переутомления или от горы бумаг? Знал бы я, что компания настолько выматывает, попросил бы отца поддержать ее еще. Входите. Боже, вы посмотрите, кто пришел. Софи собственной персоной. Малыш, неужто тебе наскучило сидеть дома, и ты решила выбраться? И да, и нет. На самом деле, я решила вспомнить старые времена и пришла сегодня в школу. Разве ты не пошла в 12 класс чисто для прикрытия? Ага, но меня немного нахлынули воспоминания. Да и документы кое-какие у директора проверить нужно было. Кстати, насчет документов. Мне сегодня звонил Зак.
и спрашивал, когда же мой босс наконец вернется на работу. Я сейчас упорно стараюсь прийти к нему, но чего-то немного не получается. Я так устала от всей писанины тому суматохи, что подумала, не продать ли. Зак явно будет недоволен этой новостью и уволится вместе с тобой. А там уже недалеко от падения компании, причем мирового уровня. Ладно, я поняла, без меня все развалится. Но я не знала, что там так скучно и трудно. Я смотрела сериалы, и там бизнесмены отлично выглядели и легко с работой справлялись. Я думала, что и в жизни так. Теперь я им завидую. В кино это просто клише, а в жизни нужно взять на себя ответственность за людей. Ведь они стараются для тебя, а так просто бросать это все нельзя. Ладно, я поняла. На бумаге я все равно не хочу писать. Вот коза. Ну ладно, я пытался помочь, Зак. Кстати, чего это я захотела? Во-первых, сегодня я приду к тебе, чтобы не удивлялся. А во-вторых, хорошей работы и не засни, пока будешь меня ждать. Ну что, нагулялись, госпожа? Да, было довольно весело. А теперь вы должны приступить к работе, и на этот раз вы не сбежите. Хорошо, все бумаги на столе. Они ждут вас уже больше недели. Стоп, вы сказали хорошо? Мне не послышалось? Вы не шутите? Неужели это свершилось? Тогда прошу вас в ваш кабинет. Как прекрасно выглядит госпожа, когда работает. Как глупо делать то, что в будущем будет бесполезно. Все эти бумаги всегда будут, сколько бы я их ни подписывала. Все, что я делаю и делала, ничего не стоит. Госпожа, про что вы говорите? Ничего, не забивай себе голову этим. Что означает бесполезным? Просто мысли вслух, не более. Точно ли все в порядке? Это все бумаги? Да, все. Отлично, тогда я закончила. Одна стопка идет к дяде Майклу, другая в компанию. Быстро. Ну, это же госпожа. Ах да, еще госпожа, вы не будете брать сегодня заказ? Не, сегодня я уже убила, не хватит. Подождите, но вы не брали заказ. Получается, вы убили мирного человека? Не переживай, он был не совсем мирным. Ладно, на этот раз я закрою глаза. Вам, кстати, еще сообщение пришло. Как я понял, от правительства. В следующий раз просто игнорируй. Хорошо. Госпожа, нас же посадят. Просто посмотрят они. Ну да, конечно. Слишком красиво они подают ложь. Политики потом будут выяснять, откуда и моя сила, семья какая. Они не оставят меня. Правительство самое ужасное, с чем я могла вообще связаться. Глупо подозревая в детстве, что чем больше власти, тем лучше. Я сделала ошибку. Власть, что я добивалась несколько лет, просто перекрывает мне кислород. А ведь я даже не могу отказаться.
Я затянута по уши в это болото. А этот ребенок ничего не боится, как я погляжу. Хотя частично я понимаю ее. Я не хотел бы встречать людей, не считающих меня человеком. А ведь они считают ее абсолютным оружием, которое должно умереть за нашу страну. Они думают, что она принадлежит им. Забавно. Господин президент, уже все собрались, вы идете? Да, иду. Но ведь абсолютное оружие принадлежит только вам, господин Линкольн. Такое странное чувство, будто меня вспоминают. Воу, ты пришла не в крови. Удивительно, что сегодня за день такой. Я убила человека, но раньше, поэтому сегодня самый обычный день. Днем? Такое редко происходит. Обычно же ты все ночью делаешь. Иногда нужно что-то менять. Мои колени. Она когда-то их точно сломает. Такими темпами ты меня убьешь. Ничего я поделать с собой не могу. Кстати, я же сегодня не рассказывала тебе, как у меня день прошел. Я весь во внимании. Значит, слушай, все началось с 10 или 11 утра, уже не помню. When your nightmares turn to real life and the ground's filled up with landmines, we will face it standing side by side.